Друзья, всем привет! С вами компания «Трактористы Нижний Новгород». Сегодня хотим снять вам обзор на 2 единицы лесных тракторов «Беларус» в модификации МУЛ. Это у нас 82.2, это МТЗ 1221 МУЛ. На эти машины у нас снят не один уже обзор и, наверное, не один десяток. Но сейчас мы хотим вам их показать в совокупности и в комплекте с мульчерными установками. Данными машинами базового уровня вы сможете чистить линии электропередач, чистить линии газопровода и вообще производить любые лесные работы. Возможно, чистить, расчищать пожарные разрывы на своих делянках в лесу. Очень большой спектр задач могут закрыть 2 данные единицы. Итак, начнем с первой. Это МУЛ 82.2. Модификация лесная трактора МТЗ 82.1. На данной машине у нас установлена резина Белшина, размерность передних колес 360 на 70 R24. То есть данные покрышки, они выполнены многослойными и они более устойчивы к проколам и к стиранию. То есть для работы в лесу, где-то наехать на пень, бывает всякое. Пни хоть и срезают там ребята, да, на делянке прям под корень. Пару раз протащили бревна, земля осела, пень вылез. То есть можно проехать. Это не так будет критично, как с обычной колхозной резиной. Мост у нас здесь балочного типа. Держит нагрузку, если мы установим сюда погрузчик, да, и вообще грузоподъемность балочного моста порядка 1700 килограмм. Машина доработана в заводских условиях. Здесь у нас идет решетка защиты радиатора, выполнена из толстой сетки порядка 3 миллиметров. Фары установлены и защищены на веткоотсекателях, то есть когда мы пробираемся сквозь лесной массив и лесные какие-то насаждения, данный отсекатель будет уводить ветки от лобового стекла. Начинается защита днища на тракторе прям вот с самого начала. То есть здесь у нас защита идет рулевого цилиндра. Также шток рулевой защищен вот таким вот выходом металлическим. То есть все сделано из добротного металла порядка 3-4 миллиметров. По передней части у нас все. На МТЗ, на МУЛе 1221 выполнено все то же самое. То есть такая же лесная защита. Снизу начинается, защищает один рулевой цилиндр и защищает второй рулевой цилиндр, так как у двенашки у нас их рулевых цилиндров 2. Размерность передних шин здесь у нас 420 на 70 R24. Резина также лесная, многослойная, армированная и усиленная. Такая же защита идет радиатора, такие же веткоотбросы и фары с защитой. Хочу обратить внимание, что оба трактора выполнены полностью в металле. Здесь нет никаких пластиковых элементов, которые могут легко в лесу при выполнении там трелевки и прочих лесных работ могут повредиться. Все в металле. Да, металл где-то погнулся, приехали на базу, отстучали, подкрасили, поехали дальше. Так, ну что, давайте продолжим знакомство с 82-м. Лесная защита имеет вот такие вот боковые вставки. Даже предусмотрены вот такие барашки для крепления. Здесь лопату можно спрятать, но если засели, то лопата уже тут не поможет. Да, металлический капот. Закрывается у нас двигатель вот такой вот защитной специальной металлической секцией. То есть двигатель у нас полностью защищен. Также у нас нижняя часть, вот с ребятами, с лесниками, с мужчинами, кто у нас данные трактора приобретает, разговаривал, говорит, очень полезная вещь. Это нижние стекла убраны и варен металл. Здесь у нас крепление идет под огнетушитель, что тоже очень важно. Техникой безопасности пренебрегать нельзя, и просто вот надо обязательно хранить в лесных машинах, да и даже в своих личных автомобилях огнетушитель. Надеюсь, он никогда не пригодится никому. Немножко упущение было про диски. Диски усилены, армированы, усилены и варен пруток с 2 сторон. То есть, когда наезжаешь на пеньки, здесь они бы дрались, да, обычные вот сельхоздиски. Здесь у нас будет этот пруток нагрузку держать поболее. По кабине, внутри кабины это всем известный 82-й, то есть никаких там супер изменений нету, то есть ничего. Все так же, как и в обычном тракторе. Кожзам, руль да панель приборов. Боковая защита на дверях у нас есть, здесь она крепится на болтах.
Защита боковых форточек, она у нас на петлях, и мы в любой момент можем открыть, чтобы протереть стекло, ну, выкинуть оттуда мусор какой-то. Это тоже, на мой взгляд, очень удобно. Закрывается вот так вот, и открывается все легко пальчиком. Защита задних фонарей, дополнительное освещение плюс защита дополнительного освещения, защита заднего стекла. Она точно так же у нас на петлях. То есть спокойно две створочки открыли стекло, вытерли, выкинули мусор, поехали дальше. На данном тракторе установлен мульчер испанского производителя Niuba NB Machinery с рабочей шириной захвата 1500 мм. Вот мы сейчас открыли гидравлический капот, то есть у нас здесь находится цилиндр, он подключен к системе трактора. Спокойно одним рычагом можем открывать и закрывать. Для наглядности мы открыли капот, чтобы увидеть, как устроено это все внутри. Мы имеем ротор с плавающими молотками, то есть молотки у нас вращаются. И данный мульчер может перемалывать древесно-кустарниковую растительность суммарно до 12 сантиметров. Да, у нас вот ротор, плавающие молотки. Хочу обратить внимание, что у нас есть здесь двухрядная система контрножей, которая способствует измельчению. То есть у нас здесь намного меньше фракций получается. То есть мы видим то, что нож проходит очень и очень маленькое расстояние с контрножом. Поэтому фракция измельчения будет хорошая. В зависимости от технических требований, да, ТЗ, какое оно стоит, мы можем работать как с открытым капотом, так и с закрытым капотом. Если задача стоит перемолоть и сделать очень маленькую фракцию, то с открытым капотом мы атакуем деревья, наклоняем их, они попадают у нас в ротор, перемалываем определенный участок, закрываем капот и дальше двигаемся уже по сваленным деревьям и измельчаем их. У данного мульчера идет в базе установлен редуктор итальянского производителя Комер с обгонной муфтой. Привод осуществляется за счет 3 ремней. Здесь у нас получается 2 шкива, ведомый и ведущий. То есть у нас вал отбора мощности на тракторе переходит крутящий момент на редуктор. Далее по рукаву на ведущий шкив и ремнями уже на ведомый шкив приводит в действие вращение ротора. Данные молотки и вообще данный мульчер отлично подходит для МТЗ-82, потому что у МТЗ-шки 82 есть свои тонкости, это ленточный ВОМ. С более большой рабочей шириной они уже будут пагубно влиять на ВОМ, то есть придется более часто ремонтировать его. То есть 1,50 м это за наш большой опыт оптимальная ширина. Фиксированные молотки для МТЗ-82 все-таки это тяжеловато. То есть самое отличное это плавающие молотки, так как когда у нас появляется какое-то препятствие, то есть попадает камни, либо что-то твердое, один молоток останавливается, отыгрывает назад, остальные продолжают работать. За счет этой компенсации все работает отлично. Хочу еще обратить большое внимание, что производитель Niuba очень правильно устанавливает систему защиты от наматывания проволоки, травы и прочей всякой гадости, так как здесь у нас подшипники внутри спрятаны. И очень большая вероятность, если такой системы не будет, что будет набиваться грязь, затягивать пыль, проволоку и прочее, и подшипники может вывести из строя, что повлияет на простой определенный, то есть будете ремонтироваться. МТЗ-шки у 82, что и у Мула, у них идут металлические топливные баки, то есть на сельхозниках, как мы все знаем, уже давно идут пластиковые баки. Здесь идет металл. Механическая толкающая балка имеет определенные углы наклона. То есть сейчас она находится просто в транспортировочном положении, но вот этими болтами мы можем отрегулировать угол наклона. Итак, дорогие друзья, если вашему лесному хозяйству требуется трактор мул, либо мульчер, либо и трактор мул в комплекте с мульчером, наша компания готова осуществить поставку, так как мы всегда держим в наличии определенное количество тракторов лесных. Также у нас всегда в наличии есть навесное оборудование, техника мульчера. То есть если у вас в парке уже имеется большое количество тракторов, которые могут работать с мульчером, пожалуйста, это не обязательно может быть белорус, а также китайцы и разные производители. По мощности двигателя до 100 лошадиных сил. Мы готовы поставить и мульчер, и трактор. Либо раздельно, либо вместе. Все контакты нашей компании будут в описании к данному ролику. Там будет WhatsApp, Viber, Telegram,
Яндекс.Дзен, электронная почта, мобильный номер. Любыми способами связи для вас удобными можете с нами связаться. А сейчас не отключайтесь, давайте перейдем к более старшей модели, это МУЛ 1221, и посмотрим на него, также в комплекте с мульчером испанского производителя Niuba. Итак, друзья, с передней частью трактора МУЛ 1221 вы уже ознакомились, это лесная резина, защита днища картера двигателя. Здесь у нас вот так поставляется эта задняя сцепка на навеску, но сейчас она нам не нужна, так как у нас там установлен мульчер. Также мы имеем в передней части 2, 4, 6, 8, 10 грузов по 45 килограмм. Вот эти два, они идут по 40, так как здесь переднее сцепное. Хоть у нас уже и был снят не один обзор на двенашку, но еще раз на нее глянем. Полностью выполнен из металла. Здесь у нас есть такой перфорированным металлом для того, чтобы двигатель дышал. Мощность данного мотора 136 лошадиных сил. Экологические стандарты и нормы здесь, если честно, ниже, чем на сельхозтракторе. То есть по производительности он, наверное, будет даже получше. Защищен мотор крышкой с перфорированной вот такой сеткой, чтобы дышало. Так же, как и на 82-й модели, здесь у нас собраны нижние стекла, что, на мой взгляд и на взгляд клиентов, очень хорошо для тех, кто работает в лесу. Боковые сетки, которые закрывают у нас форточки, на петлях открываются, пожалуйста. Задняя резина у нас идет 520 на 70 R38 LS2. Это белорусская хорошая резина, усиленная, армированная, многослойная. То есть переживать за прокол можно чуть меньше. Диски и передние, и задние усиленные проточком. Защита вентиля. Сюда вот у нас с резьбой вот так вот накручивается крышка, и вентиль защищен. Тоже отлично. В задней части дополнительное освещение защищено. Фары задние также защищены. Все в защите, все надежно. Крыша также защищена. И хочу обратить еще внимание, что на данных машинах с завода установлен поворотное кресло. То есть мы можем разворачивать кресло, поскольку у нас аккумуляторы на двенашке вынесены на лонжерон, там будет чуть-чуть побольше места. То есть этот трактор можно рассматривать как под мульчер, так и под манипулятор. Разворачиваем сиденье и манипулятором из кабины управляем. Теперь хотел бы рассказать про мульчер испанского производителя Niuba. Рабочая ширина данного навесного оборудования 1,80 м. Мне очень нравится, что данный мульчер практически перекрывает колею трактора. Это очень хорошо. У этой модели у нас установлены вваренные держатели резцов, также сам резец. Резец у нас держит один болт. Резец это фиксированный, держит один болт. Специально по технологии здесь у нас он утоплен. То есть максимум, что здесь будет, это просто забьется земля, которую мы отверткой спокойно выковырим. И сможем уже открутить. То есть болт никак не повредится. Также у нас сам молоток имеет такую форму, вот горбик вот этот, чтобы материал направлялся чуть-чуть подальше от держателя и его менее. Фиксированные ножи, диаметр измельчения данной машины до 20 сантиметров. Здесь у нас установлена система вот наматывания проволоки, травы и прочей гадости. То есть она здесь идет в базе. Установлен гидравлический капот, механическая толкающая рама с изменяемым углом наклона, итальянский редуктор Комер, то есть тот, кто в теме и кто знает, то есть они этого производителя знают. Гидравлический цилиндр для открытия капота. Внутри корпуса у нас установлены контрножи сменные, они вот такими вот секциями идут. Контрножи дают нам возможность измельчать очень мало, материал до мелкой фракции. То есть вот палец только вот лезет, все, вот дальше фаланги не пролазит. То есть вот такое расстояние. При вращении ротора 2000-2200 оборотов в минуту измельчается древесина просто в лед. Односторонняя трансмиссия. Привод у нас идет 4 ремнями. То есть здесь у нас идет шкив, здесь шкив. И 4 ремнями передается мощность трактора на привод ротора. Вот такая машина работает с диаметром измельчения до 20 сантиметров. Вот такой вот быстренький обзор для вас от нашей компании, дорогие друзья. Все ссылки на наши контакты WhatsApp, Viber, Telegram и прочие средства связи с нами будут в описании.
Всем спасибо, что смотрели этот ролик по данным двум лесным машинам. Если вам будет необходимо приобрести отдельно трактор, либо отдельно навесной, либо комплектом, то это не все, что у нас есть в нашем арсенале. Также мы можем оборудовать машины мощностью 200 плюс лошадиных сил, мульчерными установками с диаметром измельчения до 35 сантиметров. Всем хочу пожелать в конце этого ролика хорошего настроения, крепкого здоровья, огромной удачи. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на нашем канале Трактористы. Пока-пока. Ну все нормально.